Рассвет над национальным заповедником Амбасели в Кении всегда казался Джозефу чем-то священным. В этот час, когда первые лучи африканского солнца едва касались заснеженной вершины величественной горы Килиманджаро, мир замирал в хрупком равновесии. Джозеф, местный житель, знавший эти тропы так же хорошо, как линии на своих ладонях, направлялся на работу. Его путь лежал через бескрайние степи, где золотистая трава колыхалась под легким утренним бризом. Обычно утро в Амбаселе наполнено звуками, щебетанием птиц, отдаленным рычанием хищников, возвращающихся с охоты, и топотом копыт зебр. Но в этот день тишина была иной, тяжелой и гнетущей. Пройдя мимо группы акаций, Джозеф внезапно остановился. В нескольких десятках метров от него, в тихом, залитом розовым светом месте, стояла слониха. Она была одна. Это само по себе было странно, ведь слоны — существа социальные, и самки почти никогда не покидают стадо, особенно в уязвимом состоянии. Но еще более странной была ее поза. Она замерла, широко расставив ноги, словно пытаясь удержать равновесие под невидимым грузом. Ее голова была опущена, а массивные уши, обычно служившие для охлаждения и общения, безжизненно повисли. Джозеф замер, стараясь не спугнуть животное. Как человек, выросший бок о бок с дикой природой, он сразу почувствовал неладное. Присмотревшись, он поразился размером ее живота. Он был не просто велик, он казался неестественно огромным, деформированным, делая тело великанши тяжелым и неповоротливым. Каждое мимолетное движение стоило ей колоссальных усилий. Слониха стояла неподвижно, лишь изредка ее тело сотрясала легкая, почти незаметная дрожь. В ее глазах, обычно мудрых и внимательных, читалась бесконечная усталость. Это был взгляд существа, которое долгое время терпело изнуряющую боль, находясь на грани своих физических возможностей. В какой-то момент Джозеф заметил то, что окончательно его встревожило. По задним ногам животного струилась прозрачная жидкость, оставляя темные, мокрые следы на сухой, растрескавшейся от жары земле. Это не были обычные выделения. Джозеф понял — воды отошли, но что-то пошло не так. Процесс затянулся, и жизнь матери, как и ее нерожденного потомства, висела на волоске. Не раздумывая ни секунды, он достал телефон. Его пальцы дрожали, когда он набирал номер службы рейнджеров заповедника. Спустя 15 минут, которые показались Джозефу вечностью, к месту происшествия подкатил запыленный внедорожник. Из него вышли двое опытных сотрудников парка — Даниэль Акойе и Питер Мванги. Эти люди провели в Амбаселе десятки лет и видели сотни родов, но вид этой слонихи заставил их помрачнеть. Она слишком долго в таком состоянии. Негромко произнес Даниэль, доставая бинокль. «Посмотри на ее дыхание. Слишком поверхностное». Питер кивнул, подготавливая медицинскую сумку. Они быстро оценили ситуацию. Слониха находилась в активной стадии родов, но плод, судя по всему, был слишком крупным или находился в неправильном положении. В дикой природе такая ситуация почти всегда означает смертный приговор для обоих. Атмосфера была накалена до предела. Солнце поднималось все выше, и жара начинала давить на плечи. Слониха тяжело дышала, ее тело напрягалось в тщетных попытках вытолкнуть плод. Каждая схватка вызывала у нее судорогу, и она едва удерживалась на ногах, не в силах сдвинуться ни на шаг с того места, которое выбрала для своего последнего боя за жизнь. Даниэль начал медленно приближаться к животному, соблюдая осторожность и сохраняя безопасную дистанцию. Слоны в родах могут быть крайне агрессивны, защищая себя и свое потомство, даже если они обессилены. Питер тем временем готовил инструменты и медикаменты. Чтобы немного успокоить роженицу и отвлечь ее от боли, один из помощников, прибывших чуть позже, осторожно подкатил к ее хоботу охапку спелых бананов. Это был жест доброй воли, понятный любому живому существу.
Слониха, ведомая древними инстинктами, медленно потянулась к угощению. Глюкоза и влага, содержащиеся в фруктах, дали ей кратковременный прилив сил. В этот момент Питер, улучив возможность, быстро и профессионально ввел слонихе дозу окситоцина и поддерживающих витаминов. Это должно было усилить сокращение матки и помочь ее организму справиться с нагрузкой. Теперь оставалось только ждать. Прошло 10 минут, затем 15. Рейнджеры стояли неподвижно, боясь даже вздохнуть. И вот, наконец, лекарство начало действовать. Сокращения стали более четкими и ритмичными. Тело слонихи начало работать с новой силой. В 2 часа 16 минут по местному времени тишину саванны прорезал влажный всплеск. Первый слоненок буквально выскользнул на землю. Он был насквозь мокрым, покрытым околоплодными оболочками и казался безжизненным серым комочком. Даниэль, не теряя ни секунды, бросился к новорожденному. Он действовал быстро, но нежно. Очистил дыхательные пути от слизи, энергично растер кожу, стимулируя кровообращение. Спустя мгновение маленький хобот дернулся, и слоненок издал первый слабый писк. Он был жив. Однако радость рейнджеров была недолгой. Питер, не отрывавший взгляда от матери, заметил, что она не расслабилась. Напротив, ее тело начало содрогаться еще сильнее, чем прежде. Она издала глухой гортанный стон, который отозвался болью в сердцах наблюдателей. «Подождите», — прошептал Питер, хватая Даниэля за плечо. «Назад! Уходи оттуда!» Они едва успели отступить на безопасное расстояние, когда произошло то, во что трудно было поверить. После еще одной мощной, сокрушительной схватки на траву, рядом с первым малышом, упал второй. На несколько секунд над степью повисла мертвая тишина. Даниэль и Питер застыли, глядя друг на друга с широко открытыми глазами. Рождение двойни у слонов — явление феноменально редкое, встречающееся менее чем в 1% случаев. В условиях дикой природы выживание обоих детенышей граничит с невозможным, так как нагрузка на организм матери колоссальна. Но здесь, перед их глазами, лежали 2 маленьких существа. Слониха, казалось, сама была потрясена. Она громко, торжествующе вскрикнула. Этот звук, полный облегчения и первобытной радости, разнесся на километры вокруг. Затем она медленно склонилась над своими детьми. Ее длинный, чувствительный хобот, способный поднять бревно и одновременно сорвать тончайшую травинку, нежно коснулся сначала одного, а затем другого малыша. Она обнюхивала их, ласкала, проверяла, дышат ли они. Рейнджеры быстро провели повторный осмотр. Оба слоненка были здоровы, хотя и немного меньше обычного размера. Они помогли им очиститься от остатков плаценты, убедившись, что легкие работают исправно. Самый трогательный момент наступил, когда малыши начали пытаться встать. Их ноги, похожие на неуклюжие серые колонны, разъезжались на скользкой траве. Они падали, смешно перебирали ушами, но снова и снова поднимались, повинуясь инстинкту, который велит им встать на ноги в первые же минуты жизни, чтобы иметь шанс выжить. Джозеф, все это время наблюдавший за сценой с небольшого возвышения, чувствовал, как на его глаза наворачиваются слезы. Он стал свидетелем настоящего чуда, которое случается раз в поколение. Убедившись, что семейство находится в безопасности, а мать обрела достаточно сил, чтобы защитить детей, Даниэль и Питер приняли решение отступить. Им нужно было дать животным личное пространство, чтобы установилась та невидимая, но неразрывная связь, которая объединяет мать и ее потомство. Слониха продолжала ласкать своих двойняшек, закрывая их своим огромным телом от палящего солнца и возможных хищников, которые могли почуять запах крови. В ее движениях теперь не было усталости, только безграничная забота и готовность защищать этот бескрайний дикий мир, который сегодня стал богаче на 2 жизни. История о близнецах из Амбасели мгновенно облетела весь мир.
В заповедник потянулись ученые и фотографы, стремясь запечатлеть это редкое чудо. Но для Джозефа, Даниэля и Питера эта история навсегда останется личным воспоминанием о том утре, когда человек и природа объединились, чтобы противостоять смерти. Амбасели со своими пыльными дорогами и вечными снегами Килиманджаро стал местом, где жизнь в очередной раз доказала свою невероятную силу и волю к продолжению, несмотря на все преграды. А два маленьких слоненка, бегающие в тени своей великой матери, стали символом надежды для всей Африки.